Сейчас по команде руководителя движения экипаж занимает места в танке. Все по команде, танк заведен. Ждем команды на начало движения. По радиосвязи налаживается связь с экипажем. Итак, команда, поехали. Всего для советской армии было выпущено свыше 4400 танков Т-55А. Сочетание противоснарядной защиты и мощного вооружения, средств связи, высокой подвижности и запаса хоза позволили Т-55А успешно реализовывать концепцию того времени, предусматривающую действия танковых войск в составе смешанных групп, быстро продвигающихся вперед по территории противника, не позволяющих им нанести по ним атомный удар. Таким образом, присутствовала способность преодоления рубежей защиты противника. Максимальную скорость 50 км в час. Среднюю скорость в пересеченной местности 25 км. Запас хода по шоссе более 500 км. Глубина запас хода по грунтовой дороге до 320 км. Глубина преодолеваемой водной преграды до 5 метров. Вооружение Т-55А составляет 100-мм нарезная пушка Т-10 Т-2С, боеприпасы которой представлены для вас. Спаренный 7,62 мм пулемет СГМТ, 12,7 мм зенитный пулемет СШ. В составе боекомплекта 43 унитарных артиллерийских выстрелов с бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами. Боекомплект пулемета СГМТ 2000 патронов, ТШК 350 патронов. Сейчас производится подготовка танка демонстрации вооружения. Поскольку танк оснащен стабилизатором вооружения, для его работы требуется раскрутка гироскопа. Сейчас, вы видите, механик-водитель закрывает люк, поскольку при незакрытом люке эта система блокируется, после чего будет производиться подготовка вооружения. Для этого будет подано питание на систему стабилизации, начнется раскрутка гироскопов, после чего танк будет готов к отключению стабилизатора. Система стабилизации обеспечивает сохранение постоянного положения орудия танка вне зависимости от перемещения его корпуса. Таким образом, танк Т-55А в свое время получил возможность ведения огня сходу, что было нововведением, недоступным на советских танках более раннего образца. Помимо системы стабилизации, танк получил также систему ночных прицелов. Слева от пушки вы можете наблюдать большой прожектор. Он сейчас закрыт крышкой, и в рабочем положении эта крышка снимается, и под ней находится специальный инфракрасный фильтр, сквозь который специальная лампа на дальности до 800 метров освещает цели невидимым светом, невидимым обычным глазом. При этом наводчик через специальный ночной прицел может осуществлять наведение орудия и поражать цели в условиях полной темноты. Аналогичная система, просто с более меньшими прожекторами подсветки, имеется у механика-водителя и у командира танка. Таким образом, танк уже не привязан к светлому времени суток, а может действовать в любых экологических и условиях и в любое время суток. Продолжается подготовка танка. Сейчас старший руководитель движения поддерживает связь. Так, команда на поворот башни. Двухплоскостной стабилизатор основного вооружения
циклон М1 с электрогидростатическим приводом наведения орудия и электроническим приводом наведения башни обеспечивает достаточную точность наведения вооружения и высокую перебросочную скорость. Вот сейчас вы видите, как быстро поворачивается башня танка. При этом сохраняется возможность высокоточного наведения орудия с очень малой скоростью движения ствола. Видите, сейчас демонстрируется вертикальная наводка орудия. Производится полный поворот башни. Сейчас орудие танка находится на максимальном угле возвышения. Примененные технические решения на момент создания танка Т-55А в полной мере обеспечивали решение стоявших перед ним огневых задач. Система управления огнем танка Т-55А включала в себя телескопический прицел ТШ-2П 32П или ТШ-Ц-32ПМВ с зависимой стабилизацией поля зрения, ночной прицел ТПН-1 2211, лазерный дальномер КТД-1 Нева и обеспечивала возможность поражать бронебойным снарядом броневую преграду толщиной 275 мм на дальности до 2000 метров, а бронебойным снарядом до 390 мм на дальности до 2500 метров. Максимальная дальность стрельбы орудия составляет 400 км. Пушка Т-10ТСК имела ручное заряжение унитарными артиллерийскими выстрелами. Для производства заряжения после выстрела стабилизатор автоматически отключал работу вертикального привода орудия для обеспечения безопасного заряжения танка заряжающим. Таким образом, вплоть до конца 1980-х годов танки Т-55А и другие модификации Т-55 вполне обеспечивали потребности армии СССР и зарубежных стран на отдельных театрах военных действий. Сейчас вы видите, как производится резкий поворот танка на месте. При этом за счет работы стабилизатора положение ствола остается неизменным. Орудие приводится к продольной оси танка. Сейчас будет производиться демонстрационный выстрел. Приготовьтесь. Для вас произойдет демонстрационный пиротехнический выстрел. Подтверждением высоких качеств танков Т-55 является его участие в более чем 40 различных военных конфликтах. В периоды Иордано-Палестино-Сирийского конфликта 1950-1971 года танки Т-55 успешно применялись против иорданских центурионов. В многочисленных конфликтах на территории Центральной Африки Т-55 наносили существенный урон американским Шерманам М-47 Паттон-2 и М-48 Паттон-3. Будет еще стрелять. Раз, два, три, четыре. Там еще 4 будут есть. Почему? Экипаж ожидает команды руководителя на продолжение движения. Вы слышите, как производится переключение передач. Вот, газ, танк прошел движение.
Во время Третьей индо-пакистанской войны Т-55 успешно противостояли китайским танкам тип Т-59, которые были созданы китайской промышленностью на основе тоже танка Т-55. В подавляющем большинстве конфликтов танки Т-55 применялись обеими враждующими сторонами, которые показывают его высокие характеристики. Танк выполняет восьмерку по демонстрационной площадке. К сожалению, размеры танкодрома не позволяют показать все технические возможности танка, но даже на этом ограниченном пространстве экипаж демонстрирует прекрасную маневренность боевой машины. Работа его отдельных систем. Наряду с танками такие машины взыскали заслуженную славу танков автомата Калашникова за их простоту конструкции, эксплуатацию и обслуживания, малую стоимость модернизации, высокую надежность большинства агрегатов. Расследование до сего времени разработки советских строителей со временем была заменена на более совершенные машины. Т-62, более современный танк того времени, в котором была применена новая система вооружения. А также потом на встречу пришли танки Т-64, Т-72 и Т-80, имеющие еще более высокие показатели, защищенных огневой мощности, способные успешно противостоять новым поколениям техники зарубежного построения. Итак, по команде руководителя движения производится остановка и глушение танка. Благодарим вас за живой интерес к истории и современному состоянию наших вооруженных сил. Надеюсь, демонстрация вам понравилась. По окончании демонстрации вы сможете пообщаться с экипажем машины и сделать фотографию на память. Благодарим вас за внимание. И поприветствуйте, пожалуйста, экипаж машины. Ждем вас в парке Патриот. Пап.